Теософия за 10 минут. Прочитав некоторые книги по теософии, я понял, что за огромным объемом печатной информации стоит не так уж и много ценных мыслей, которые можно суммировать и кратко изложить для тех, кто ищет знания об истине. Начнем с основной мысли, с которой начинаются все религии. Это мысль о смерти. Ведь именно наше представление о том, что наша земная жизнь рано или поздно закончится, подталкивает нас к поискам духовного пути. Оказалось, что с потерей физического тела наша жизнь не прекращается, а сами мы состоим из материального тела, души, духа. И земная жизнь дана нам не просто так, а с целью эволюции. На сегодняшний день мы уже прошли большой путь, ведь мы уже живем в 4-м планетном круге и 5-й расы, 5-й коренной подрасой. Поясним, что это. Первый планетный круг – это минеральное царство. Второй планетный круг – это растительное царство. Третий планетный круг – это животное царство. 4-й планетный круг – это человечество. Также существуют коренные расы человечества. Первая – это адамическая, вторая – гиперборейская, третья – ремурийская, 4-я – атлантическая, 5-я – современное человечество. Не будем останавливаться на подробностях. Все это вы можете найти в открытом доступе. Сделаем выводы. Первое. До нас человечество уничтожалось 4 раза. До завершения нашей эволюции на Земле это произойдет как минимум еще 2 раза. Второе. После завершения нашей человеческой эволюции на этой планете, то есть в конце 7-й коренной расы, скорее всего, наша эволюция продолжится на другой планете. Наше развитие в конце 7-й подрасы должно превышать наше сегодняшнее настолько, насколько уровень развития человека превышает животное. Устройство человека. Человеческое существо представляет собой микрокосм и состоит из 7 частей. Низшая четверка. А. Рупа или стхула шарира, физическое тело. Б. Прана или жизненное начало. В. Линга шарира, двойник, фантомное тело. Г. Кама рупа, вместилище животных желаний и страстей. Наша низшая четверка, каждое воплощение должна будет полностью уничтожиться. Далее идет высшая нерушимая триада. Д. Манас или ум, разумность, высший ум человека. Е. Будхи, духовная душа, проводник чистого вселенского духа. Ж. Атма, дух, единый с абсолютом. Соответственно, именно наша нерушимая триада и перевоплощается в новую личность в следующей жизни. И так продолжается до тех пор, пока цель эволюции на этом планетном круге не будет выполнена. Также нам известно, что количество реинкарнаций ограничено по времени, космическими сроками. И хотя это довольно большой промежуток времени, но те, кто не успел, скорее всего, будут уничтожены, подобно мусору, из-за непригодности к дальнейшей эволюции. Итак, целью нашего существования на Земле является достижение того, что буддисты называют нирваной, то есть полное выполнение этапа эволюции на этом планетном круге. Тогда у достигшего этой степени развития появляется выбор: либо перейти в Дева-чан, место, где его душа будет отдыхать, ожидая следующего планетного цикла, либо пойти по пути бодхисаттвы, не уходить от этого мира и помогать человечеству на его духовном пути. Человека, который при жизни может перейти в нирвану, называют архатом. Для достижения архатства существуют следующие условия. Первое. Человек должен изжить всю карму, связанную с несовершенством, и по-простому заплатить по счетам тем, кому он задолжал. От того момента, как ученик стал на путь архатства, или, как говорят, вступивший в поток, до достижения своей цели обычно проходит 7 воплощений. Это связано с тем, что за одну жизнь невозможно рассчитаться со своими кредиторами. Но из-за этого правила могут быть исключения. И второе. Достижение состояния бодхи или самадхи, то есть полного просветления. Такой человек обладает всезнанием и всемогуществом. Рассмотрим подробнее эти условия. Первое. Что такое карма? Это закон причин и следствий. Фактически, любое действие является следствием причин, заложенных ранее. Любая наша мысль уже является причиной действия кармы.
Карму нельзя отменить, но ее можно немного передвинуть во времени и немного изменить ее качество. Второе. Теперь перейдем к понятию самадхи. Самадхи – это состояние, в котором наша душа полностью сливается с духом. Есть разные стадии. Если слияние не полное, тогда это называется озарением. Для достижения этого слияния необходимы следующие условия. Очистка физического тела и животной души от всех загрязняющих элементов. Для этого необходима тренировка ума, потому что именно благодаря уму мы постигаем все знания. В частности, упражнение в раджа-йоге ставит себе такую задачу. И тогда, когда облака невежества будут рассеяны, до нашего сознания будет доходить свет знания духа. Приведу небольшой отрывок из книги Натальи Рокотовой «Основы буддизма». Согласно традиции, открытием цепи причинности 12 нидан ознаменовалось достижение Готамою озарения. Проблема, мучившая его многие годы, нашла разрешение. Размышляя от причины к причине, Готама дошел до источника зла. 12. Существование есть страдание, ибо в нем заключены старость, смерть и 1000 страданий. 11. Я страдаю, потому что я рожден. 10. Я рожден, потому что принадлежу к миру бытия. 9. Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование. 8. Я питаю его, ибо я имею желание. 7. У меня есть желание, ибо я имею чувствование. 6. Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. 5. Это соприкосновение производится действием моих 6 чувств. 4. Мои чувства проявляются, ибо, будучи личностью, я противопоставляю себя безличному. 3. Я личность, ибо я имею сознание, пропитанное сознанием этой личности. 2. Это сознание создалось вследствие моих прежних существований. 1. Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не знал. Итак, источник и первопричина всех бедствий человечества в омраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения и осуждения Готамою именно невежества. Он утверждал, что невежество есть величайшее преступление, ибо оно является причиной всех человеческих страданий, заставляя нас ценить то, что недостойно быть ценимым, страдать там, где не должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, пренебрегая тем, что действительно является наиболее ценным знанием тайны человеческого бытия и судьбы. Свет, который мог развеять эту тьму, избавить от страдания, был явлен Готамой Буддою как знание 4 благородных истин. Первое. Страдание воплощенного бытия, проистекающее из постоянно возобновляющихся рождений и смертей. 2. Причина этих страданий в омраченности, в жажде самоудовлетворения, в земных присвоениях, влекущих за собой непрекращаемость повторного несовершенного бытия. 3. Прекращение страданий заключается в достижении состояния просветленного вмещения и тем самым сознания возможности сознательного приостановления кругов бытия на земле. 4. Путь к прекращению этих страданий состоит в постепенном усилении элементов, направленных на совершенствование для уничтожения причин бытия на земле и приближения к великой истине. Путь к этой истине был разделен Готамой на 8 ступеней. Первое. Правильное распознавание, что касается закона причинности. Второе. Правильное мышление. Третье. Правильная речь. Четвертое. Правильное действие. Пятое. Правильная жизнь. Шестое. Правильный труд. Седьмое. Правильная бдительность и самодисциплина. Восьмое. Правильное сосредоточение. Человек, проводящий в жизни эти положения, освобождается от страданий земного бытия, являющихся следствием невежества, желаний и вожделений. Тогда, когда это освобождение осуществлено, достигается нирвана. Всем спасибо за внимание. Желаю всем удачи на пути эволюции.